Приветик, мой маленький любитель дачи. Мне нужна вешалка. Я иногда ничего не планирую, просто беру и делаю. Мне нужна вешалка, сейчас же у меня там просто кусочек вот такой вагонки, и на нем перекручены крючочки. Я решила сделать что-то покрасивше. У меня всегда в наличии есть вагонка, фанера, кусманы, мебельные щиты, какие-то кусочки и, конечно же, наличники. У меня есть в наличии 3 наличника. Они, мне кажется, длиной везде по 220 сантиметров, шириной они 80 миллиметров. Я сделала 5 штучек по 110 сантиметров, то есть 2 прям ровненько порезала пополам. И 2 штуки у меня пойдут по горизонтали, по 85 сантиметров. Единственное, одна штучка у меня получилась зелененькая. У меня у мамы такой цвет комнаты. Это от маминой комнаты еще осталось. Ничего страшного, мы закрасим беленьким и не будет, я думаю, этого видно. Не будем шлифовать, такой фигней заниматься. Просто закрасим. Я думаю, что закрасится. Что из этого получится? Смотрите. Кстати, мой шкафчик в прекрасном состоянии. Не нарадуюсь. Ну, дизайн будет максимально простым. Здесь я решила навести красоту. То здесь будет крыши домиков, а тут елочка. И простая дачка, без печки, без трубы, каких у нас большинство. Мои домики готовы. В интернете для уголков полно всяких интересных, красивых идей. А меня привлекла вот такая простота. Нарисовала себе уголок. Сейчас буду переводить на деревяшку. Начинаем скручивать с задней стороны, чтобы с внешней стороны не было видно вот этих шляпок. С внешней стороны у нас будет только красота. Лучше предварительно просверлить дырочку. Не лучше, а строго рекомендуется. Потому что эти наличники, они очень хорошо трескаются, если вкручивать без предварительного сверления. И чтобы не просверлить насквозь, я себе сделала изолентой вот такой вот, налепила ограничитель. Скрутили основные элементы. Сейчас будем прикручивать уголки для полочки. Сначала закрутили в серединку, но, естественно, предварительно рассверлив отверстие. Серединку прокрутили, чтобы можно было здесь всегда сначала выровнять, посмотреть, ровненько ли все. Потом закрутим еще пару десятков саморезов. Ну что же, будем вешать.
Потом только по месту прикрутим крючки и вот эти вот наличнички для полочки. Можно, в принципе, шляпку от самореза спрятать потом под этой планочкой. Вот так вот расчертим. И спрячем шляпки там. Честно говоря, как скрыть саморезики внизу, я не придумала. Ну ничего страшного, если будет два саморезика по краям. Можно белой красочкой пройтись, тем более здесь будет одежда висеть. Будет незаметно. Но у всех бывает, с одним саморезиком промахнулась. Слишком слабо нарисовала эти линии. Перепутала. Ну ничего страшного. Ошибки бывают. Что же это? Смертельно, что ли? Сейчас мазану белой красочкой и увидите, как будет незаметно. Осталось прикрутить только уголки. Есть вот такие вот уголки. Они достались мне от какой-то очень старой вешалки, от бабушки осталось или от дедушки. Вот. Я их баллончиком покрасила в белый. И то так не покрасила, а скорее напыление сделала. Вот так оставила чуть-чуть старины, вид старины. Будем прикручивать. И некоторые из них, наверное, даже длинным саморезом дойдем до стены, чтобы можно было дубленки вешать. Ну вот, готовность процентов на 99. Почему на 99? Потому что здесь 4 одинаковых крючочка и один такой, так себе. Меня почему-то переклинило, что их 5. Долго мы с мамой искали 5-й крючок. А он не существует. Ладно. Ладненько. Куплю какой-нибудь похожий на этот. На эти. Ну что, симпатично получилось? Тогда забрасываем меня лайками. И еще пойдемте со мной, я вам еще одну прикольную фигню покажу. Это мой туалет, и я в него сделала... Да, туалет у меня розовый, так мама захотела. И я сюда сделала вот такой прикольный держатель для бумаги. Вот так вставляется бумажка. Как я его делала, к сожалению, я не покажу вам, потому что видеофайлы не сохранились. Ну, такое у блогеров бывает. Я нашла одну подходящую книжечку. Хотя у нас здесь ничего не стоит, потому что так красивше. Да и не любитель мы читать много в тубзалетах. Кстати, эту полочку для обуви я тоже делала сама.
По-моему, видео есть, я оставлю в подсказках, потом посмотрите. Только там без процесса, просто объяснение. Мой знаменитый олень. Красота. Спасибо большое за вашу любовь, за вашу поддержку. Вы не представляете, как это для меня важно. А я уезжаю к своей семье, к южной своей семье, в Краснодарский край. Отпускайте меня в отпуск. Отпускайте. Всем пока. Люблю вас. Сумасшедшая девчонка.